что-то все плохо. Пэу. У нее такие же ножи, как у ТВ Мэна. Да, Я это что, я они не заметил. хорошо знакомы. И на крыше даже оказалась камера Вумен. А это камера Вумен? Вот еще смотрите секрет. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в разбор самой эпичной последней серии Скибиди Туалета от канала Фредни. И мы будем сегодня два таких разбора смотреть, я еще один подобрал. Все секреты спасения Спикермена, да, всего самого эпичного, что произошло в прошлой серии. TV Woman, G-Man и его поражение, да, все это сейчас будет раскрыто перед нами в этих разборах, я надеюсь. Поехали. На этом война не заканчивается, и мы видим продолжение схватки Титана с G-Man. О, Я это думаю, камерамен Титан пока не подозревает, Это что было случилось круто. с его напарником. Но по нему Ну видно, да, что он, скорее всего, не может этого знать, потому что, вы сами видели, он был немного занят. Когда ты немного занят, ты не можешь увидеть, как твоего микроскопического друга раздавливают и выбрасывают где-то посреди поля. Это не сильно заметно, наверное, когда бодаешься он с и этой так очень рожей. Там. агрессивен и сражается из-за всех Агрессивен, сил. да. По Он хочет факту, уделать всех что своих G-Man, врагов, и это правильно. зная, что он летит к Титану, Так. даже никак не подготовился и был покалечен с его самых Он обычных- подготовился. У него, видишь, у него наушники, у него мотивационные речи там, короче, в ушах. Ты победишь, камерамена Титана, ты победишь, ты сможешь. Он, да, я смогу, ты сможешь, да, я смогу. И нифига не смог. Облом. А именно с ядра и молота. Неужели G-Man настолько глупый? Очень странно, но это факт. Что Очень он странно, но это факт. Человек вот с таким лицом действительно немного глупый, да. слабый. Затем камерамен Титан Как он красиво немедленно переключается разворачивается. на спикера. В замедленной И в этот съемке. момент, я думаю, он понял, Балдежно. что тот убил его лучшего друга. Так. Посмотрите, как он агрессивно прыгнул в спикера. Ну. Как будто из мести. Удар был... Да, не знаю. В принципе, он должен был это как-то заметить, как он в пылу схватки бы это настолько увидел. сильный, что лежащий... Может быть, он просто на него, он ушел, сдолбал его, понимаешь? Он уже с этим паразитом, Спикермен, уже ходит 30 серий, наверное. на знаешь, животе камерамен Терпение уже оказался кончается. на спине, а на крыше посносило руфтопы. Титан Да. просто швыряет спикера о землю, как волейбольный Бах! мячик, но сзади его отвлекает жесткий, новый конечно. скибидист. Он выглядит интересно. Имеет... Он не то чтобы новый, он уже был, по-моему, в 40, может быть, 6-7 серии, когда G-Man сражался с большим TV-меном. сварочную маску, Он 4 издалека каких-то там ножа и торчал. наколки на руках. По ощущениям, ему как будто даже удалось ослабить камерамен Титана. Я думал, сейчас будет по ощущениям, Титану даже понравилось. Они да? простояли Было бы в такой странно. позе секунд 5, но Титан резко срывает с него маску и сжимает его голову настолько, что от такой силы скибидист Бах! теряет И сознание, все, понимаете. а затем теряет свои ножи. Ну, Вдруг это ничего. сзади О, подлетает опа, другой подлетает, скибидист-вертолет. да, чертила. И у него Но почти нет. получилось передать скибиди вирус. Представляете, из-за- если бы у него получилось, это вообще все бы перевернулось просто. Вот я так скажу. Если Дафак Бум захочет перевернуть игру, чтобы скибидисты стали вновь сильнее на какое-то время для интриги, то ему нужно будет сделать так, наверное, чтобы, ну, либо скибидисты изобрели что-то супер крутое, либо чтобы Титан-камерамен был захвачен вот такой вот сволочью. Тогда это будет вот как-то сюжетно обосновано и будет на что посмотреть. Но я, конечно, не хотел бы этого увидеть с другой стороны. Я болею за камераменов, не было бы обидно. Титана. Представьте, как перевернулся бы мир, если бы в этот момент Дафакбум захотел резко изменить Да. сюжет и позволил Прям синхронно, гении мыслят одинаково. да. бы скибидисту заразить Титана. Пофантазируйте и напишите в комментариях, что бы произошло, а я лайкну самые чё, интересные теории. Произошла бы полная жопа, на самом деле, для несчастных Но, к камераменов. сожалению или к счастью, Титан чувствует что-то неладное К и достает счастью. скибидиста с шеи. К А счастью! зачем- Только к счастью. Ты что, за скибидистов? Я чую. Чую предателя! Чую! Ладно. Ну, если серьезно, то для меня к счастью, например. Не знаю, кому как. Там сильно сжимает его. Хотя, и- наверное, есть кто-то, для кого к несчастью, да? Кто-то, кто хочет, чтобы эти унитазные уродцы заняли трон, да? Но Жаль. я вот... Я нет, думаю, я это не были хочу. какие-то мусорные и никчемные скибидисты, так как они были использованы лишь для того, чтобы отвлечь Титана. Мусорные, никчемные скибидисты. Тут все по сравнению с Титаном Это камераменом. помогло. Спикеру хватило времени, чтобы зарядить свои пушки и пострелять по камерамену. Кстати, я думаю, что даже у огромных титанов есть человекоподобие и есть выносливость. Вот этот И я момент. думаю, что к этому моменту Спикермен Титан уже очень сильно вымотался, потому что то, Да? что произошло Ну. дальше, он не мог допустить. Телепортируется наша любимая TV Woman. Ну да. Посмотрите, у нее Только он, как не мог допустить? Он же не видел, правильно? Он был занят. Я думаю, что он не чувствует нервными окончаниями, потому что у него их, наверное, нет. Что по нему топчется какая-то женщина. понимаешь? такие же ножи, как у TV Мэна. Да, Я кстати, думаю, да. это значит, Это что я они не заметил. хорошо знакомы, хоть мы и никогда не видели Прикольно. их вместе. Либо Спикермен реально устал, либо TV Woman очень легкая и тихая, так как она девочка. Но он не почувствовал ее и позволил добраться до того места, куда был заражен.
и TV Woman. Ну, хотя, с другой стороны, смотрите, этих же он чувствовал, правильно? То есть, все-таки нервные окончания есть? Или что-то там, я не знаю. Может, он как Терминатор, я чувствую повреждения, да? А с ней, да, ну она легкая, реально. Сколько она там может Успешно вылечила его. Пока это еще Бах. непонятно, так как спикер Титан сам не понимает, что происходит в данный момент. Камерамен Титан его вроде бы колбасит. нападает на него, но он не понимает, защищаться ему. Или это все-таки его союзник. То есть, ну, типа, он превращается в добренького снова и не может определиться. Ну, кто знает, кто знает. Нам нужен разбор мыслей Титана Спикермена. Да фак Бум должен выкатить. Знаете, как есть такой сериал «Разум Фримена», когда чел играл в Half-Life 2 и озвучивал Моргана Фримена, забавно. Гордона Фримена. Короче, я думаю, что вот такой же надо, знаете. Скибиди туалеты, но с озвучкой, типа, мысли персонажей. Было бы Колонки, смешно. которые не наносят особого вреда камерамену. Вдруг с разбитым лицом прилетает Джимен. И это была самая С тупая идея. разбитым и грустным, и злобным. Че он реально хотел, я не знаю. Посмотреть просто пришел. Он и так уже ничего не может. Да. Так еще и вернулся зачем-то. И хотел со спины напасть на Вот спикер дурачок Титана. реально. Но не тут-то было. Агенты не растерялись и достали свои Бабах, пушки. и всё. на крыше Ой. даже оказалась камера Вумен, которую А это камера Вумен? Вот еще, смотрите, секрет, я не видел. вы, скорее всего, не заметили. Я не заметил. Я видел, что там тела какие-то, но я не приглядывался особо. После пары-тройки выстрелов Джимен понимает, что-то все плохо. Да, вот реально, вот такой вот стиль озвучки, как раз абсолютно всех скибиди туалетов, во всех сериях. И будет забавно, я думаю, много просмотров может И собрать. улетает. Может, кто-то додумается когда-нибудь. Но куда он мог улететь? Вполне вероятно, что ему вдруг захотелось поиграть на матрешке. Тут сейчас самая гениальная просто рекламная интеграция за всю мою жизнь. Это вот чисто тот самый стиль рекламы, который я видел раньше у Liberty на разборах. Здесь это конфетка, а не реклама, ребята. Ну, поехали Тоже дальше. играю, но Блин, вообще ну, на прикольно. самом деле Джимен просто возвращается к ученому. Во-первых, вообще, да. чтобы самому восстановиться, а во-вторых, чтобы сообщить ему о не очень хороших новостях для скибидистов. Ну, я думаю, что, наверное, да, наверное, так и есть. К кому еще он может возвратиться? Не к президенту уже скибидистов, потому что это, наверное, он сам и есть, он же там самый главный, по идее. Скорее всего, действительно к ученому, и им надо что-то придумывать, ребята. Им нужно выдумывать какие-то новые, что называется, изобретения, иначе все, иначе конец. И тут в серии начинает играть грустная и одновременно победная музыка. Кстати, саундтрек отличный. Вот я не знаю, откуда он эту музыку взял, или сам сочинил, композитору какому-то заплатил. На библиотеке Ютуба это есть. Спикер Я Титан без понятия. спасен и вылечен, а разбитого Вантусмена забирает к себе TV Woman. Да, но да. все так же забывая о том самом камерамене. Нет! Очень грустно на самом деле. Я, кстати, этот на монтаже только заметил, когда уже монтировал прошлую серию, свою реакцию. Я только на монтаже заметил, что это тот самый тип в коричневом пиджаке. Он пытался ее обнять, она ушла. Помираю тут, она взяла и Вантузмена. Это правильное решение, и я надеюсь, что он выживет. Ну, Вантузмен просто альфа-самец. Он слишком храбрый, слишком смелый, поэтому она не могла пройти мимо. Далее, камерамен Титан извлекает того самого скибидиста, который Да. управлял разумом спикер Уже Титана, там козёл, и а. впечатывает его в песок. Ой, как это было Спикер приятно. Титан просыпается в недоумении и, скорее всего, не понимает, что происходит, и ничего не помнит. Он осматривается, но по нему видно, что он вообще даже не знает, что происходило из-за него. Представляете себе, это, грубо говоря, выпил слегонца, да, проснулся и ничего не помню. А, ты всего лишь разрушил полгорода, убил кучу наших людей, но все нормально, мы тебя прощаем. Ни один алкаш в жизни не просыпался вот с такими Но последствиями. мы все Ужас. понимаем, что он Бедолага. виноват в этом. И напоследок Не. камерамены Прощаем. показывают друг другу, что все прошло успешно, а вертолеты продолжают свой путь. На самом деле, вот сейчас точно я не понимаю, каким образом скибидисты будут защищаться или спасаться, когда агенты наконец найдут их базу. Тем более, направление они уже знают и летят точно туда. Ну, кстати, обратите внимание, да. Кстати, да, видите? Он полетел в ту сторону, эти штуки сверху летят в ту сторону. Это я тоже, естественно, не заметил. Это я не заметил. Зато я заметил надпись «Ноты». Ноты вместо «Хотел». Это я заметил, да. Это как-то мой мозг выцепил, не знаю. Силы сейчас вообще не равны, особенно в совокупности камерамен и спикермен Титанов. Скибидисты просто обязаны будут показать. Вот тот вот «Хотел», видите? «Хотел», вот там. Я ноты прочитал, когда смотрел. Дать первый раз. какую-то Потрясающе. новую разработку, иначе они просто проиграют. Ну, либо, как я уже говорил, возможно, заражение Титана Камерамена. Если будет заражение Титана Камерамена при помощи паразита, это может очень сильно изменить расстановку сил на поле боя. Так, ну что, поехали. Второй разбор. Канал Твикли. Проверим, может быть, здесь что-то новенькое, что-то заметит, что не заметил предыдущий разбиратель. Сейчас посмотрим. Камерамен
наконец-то применяет свое Так. мощнейшее оружие синее пламя, которое он не хотел использовать на спикермене, так как знал, что его Он свой, да, он свой, его надо сберечь. можно спасти. В целом, это и была ключевая задача всей 57-й серии. Итак, синее пламя, как мы видим, внешне никак не повредило Джимена, но ему определенно было максимально неприятно. Но это еще Да, не конец. у него эти очечки нормально его, в принципе, защитили. Камерамен берет свой молот и бьет прямо по голове. вот это уже хотя, точнее, повредило по всему немного. корпусу скибидиста, что на время выводит его из строя. Это уже Обратите немножко внимание, повредило, что у камерамена из вооружения Мне даже интересно, как он восстановился вообще из этого. То есть мы видим очень сильный резкий удар и взрыв. По сути, я когда это увидел, я подумал, что он умер. Я думал, все, это конец. Но он все равно вернулся с побитой рожей, там, с синяком каким-то. И 4 огоньками вместо 6, по-моему, пушками этими, да? остались лишь пушки на плечах, Его а кто-то также починил там, что ли, в этом дыму. его реактор. Ну и не забудем про притягивающий механизм. То есть за Так последний точно, эпизод да. и Титан потерял примерно 35-40% своего вооружения. О, хотя даже молот, может быть, уцелел. Итак, камера разворачивается в сторону спикера и совершает ускорение на небольшую дистанцию. Однако кстати, ускорение красиво. было крайне мощное. Аж те камермены из начала первой части упали от этой ударной волны. Камера Да, то есть они, получается, упали чисто... Вот давайте ускорение было пересмотрим. Даже не от взрыва? Или все-таки от взрыва? Ускорение было Бах. крайне мощное. Я просто... Мне показалось даже, что они... Может быть, он так воздух разогнал, когда ускорялся. Но нет, наверное, все-таки от Аж те взрыва, да, от камермены ударной из волны. начала первой части упали от этой ударной волны. Камера швыряет спикера Жестко. в другую сторону. Теперь их расположение соответствует первой части. И к Титану подкадывается очередной новый вид скибидиста. На этот раз скибидист с 4 лезвиями. Кстати, такого или же похожего Да, вот, это я тоже обратил внимание, что видели мы уже его, могли видели видеть в не издалека. менее эпичном эпизоде, а именно в 47-м. Я еще тогда смотрел разбор Фордала, и казалось, что этот челик починит этого Джимена в случае чего. Скибидист появился прямо под Но, видимо, он и атаковать тоже умеет. конец. Итак, он бьет по камере, но тому, конечно же, наплевать на этот мув, и Титан буквально одним Бэм! ударом выводит из Хорош. строя нашего скибидиста. Но О, погодите, сейчас, секреты и теории от Декарта. О боже, смотрите на это! Секретный персонаж Дафакбума! Это теща того самого секретного персонажа, который всегда следит издалека за событиями. Она пришла надавать ему по щам за то, что он давно уже не видел свою жену, то есть ее доченьку. Точно, инфа сотка. Гарантирую, я лучший теоретик на свете. Да, это по-любому, вот если приглядеться, то это она. Но да. урон, Мгм, хоть и однозначно. небольшой, камере он все-таки нанес. Так. Можно заметить искры на данном кадре. Титан избавляется от скибидиста, лезвия которого остались в корпусе. Кстати, Так, во время хорошо. уничтожения Что? на заднем плане можно заметить Что там? любопытную конструкцию, похожую на огромного скибидиста, Серьезно? который пока что просто наблюдает. Но я думаю, что это Я думал, он сейчас реально про тещу рассказывать начнет, про мою, которую я тут все фантазирую. часть какой-то постройки в Какую городе. И конструкцию да, скибидиста? Где он это видит вообще? которого остались в Это просто корпусе. дым. Кстати, во время уничтожения на заднем плане можно заметить любопытную конструкцию, похожую на огромного скибидиста, который пока Я не знаю, чувак. просто наблюдает. Но я По-моему, думаю, что это все По-моему, нельзя. Я, может, что-то не понимаю, но часть я не какой-то вижу. постройки в городе. И Я да, не так вижу. оно и есть. И То есть... Но я все-таки думаю, что это часть постройки. И да, это часть постройки. Но, возможно, это не часть... Страшный скибидист. так, на камеру Но нет, но так оно и есть, это не он. летит такой же Гениально. захватчик, как Я реально выискиваю, там стою, выискиваю. Ну ладно, это мы понимаем, это летит этот, паразитарная КВМ. сволочь. Но да. Титан знает уже все эти проделки и Да, сразу же знает, обнаруживает захватчика, уничтожая его. А Всё, тем отлично. временем спикер все никак не может успокоиться и снова атакует камеру. Но Давайте, тут появляется ТВ-вумен, и Решай в ее вопросы. руках или же вместо рук можно заметить лезвие, предназначенное для ликвидации скибиди-захватчика. Ну или же просто для борьбы со скибидистами в целом. Что она успешно и Так. делает? Мы видим обратную трансформацию спикера. тут всё Выглядит понятно. это довольно жутко. Камерамен Ну, хватает еще зараженного спикера Выглядит... за руки, ну да. чтобы тот Выглядит ничего не так, как будто испортил. бы его заставили Ольгу Бузову слушать, смотрите. Наблюдает за Нет, процессом. боже, пожалуйста, нет, Параллельно, нет, как нет. я Знаете, как будто наушники. считаю, оказывая поддержку Мало половин, мало половин. настоящему Титану Спикермену. Кстати, обратим внимание на камерамена. С этого Мгм. ракурса можно заметить любопытный блик Ну-ка. на, насколько я понимаю, экране его камеры. Или что это за часть такая? Слушай, кстати, да, это как типа задняя часть получается. То есть он может еще жопой смотреть, условно говоря, немножко назад. Напиши в может коммент. посмотреть. Далее снова Типа экранная линза. появляется Джимен. Правда, с другой стороны. Не Опа. знаю, когда он Так. успел полететь все это дело. Сначала я даже подумал, что это другой Джимен. Красавчик. Но нет, это тот самый. Правда, уже без... У меня, кстати, тоже была такая идея, я не стал ее говорить вслух, что это может быть другой Джимен.
Потому что, я думаю, откуда я знаю, сколько этих джименов? Может, их реально больше одного. Но я смотрю, у него рожа сильно побитая какая-то. То есть, другой джимен, одному только что рожу побили, другой прилетел тоже побитый, и сильно большое совпадение. Тот же самый, только вот непонятно, как его вообще восстановили. Без очков, наушников и пары пушек, которые Да. он потерял во время битвы с камераменом. Мотивационные аудиотренинги не помогли. Мэн явно выглядит потрепанным и злым после битвы с Титаном. Ну, Можно даже да. заметить кровь или синяки под его глазом. Да не Что-то в только этом под роде. глазом, все О, его боже. лицо максимально избито. И в этом О, же боже. кадре можно Ну. заметить камера Вумен. Она начала атаковать Джимена из своего оружия, как и другие Крутая. камерамены, включая Суровая. Пол в камеру. Джимен уже собирался их атаковать, но заметил, что спикер больше не заработал. Видели? Вы видели этот взгляд такой? Ой, кто-то уписился от Можно увидеть ужаса, да? самую настоящую Прямо в панику свой на унитаз. лице у Джимена. Лети Такое давай. увидишь нечасто. И Да, он это тут точно. же сваливает. Итак, захватчик уничтожен, спикер спасен. ТВ Отлично. Вумен забирает Вантузмена на базу для дальнейшего апгрейда. Как я говорил ранее, Да, я уверен, да. что он выжил, так как в основном повреждена лишь нижняя часть его тела. Пример восстановления такого же случая мы уже видели в 50... Подождите, у него металлическая... Смотрите. Я этого не видел раньше. Он как киборг, типа металлическими какими-то штуками. У него, видите, пиджак тут напополам. Вы это раньше видели? Я этого раньше не видел. Прикольно его восстановили. 54-м эпизоде. К сожалению, она не взяла с собой того самого камерамена из того же 54-го эпизода. Вот этого паренька надо бы спасти. Я надеюсь, что за ним вернутся и... А прикиньте, реально вот это такой хитрый мрачный план Дафак Бума. То есть он как бы нас нагнетает нам, что вот Вантузмен вот умрет, потом его раз спасают, и ты уже радуешься, а вот этот вот, например, умрет, и его не спасут. И после осознания того, что Вантузмена спасут, ты сразу же осознаешь, что этого не спасут, например. Это будет очень грустно. Ну, я надеюсь, что его все-таки вытащат. Я надеюсь, его вытащат. Еще, кстати, был бы тоже интересный момент, если бы его вытащили, он бы обиделся на TV Woman. Из-за того, что та его не спасла, предала его любовь, переметнулся бы на сторону скибидистов. Тут можно такую вообще с ним арку устроить сюжетную, прям просто. Его также Мама, не горюй. починят. Хотя сам он вроде бы в это не особо верит, к сожалению. Ага, Вернемся походу, к да. спикеру и его захватчику. Захватчика уничтожают до конца. Он сейчас, наверное, думает, боже, даже когда я был обычной камерой наблюдения в супермаркете, мне и то лучше И жилось. все, Титан Спикермен полностью свободен. Но как можно Еще раз понять приятно по на его это посмотреть. эмоциям, Это всегда приятно видеть. все это время он наблюдал, что творит его Да. захваченное тело изнутри. Все Ага. это время он сам был в сознании, но ничего не мог сделать. Хотя может у него как раз такая реакция после длительного отключения. Все, как говорится, может быть. Спикер покидает То есть у нас есть две версии. Предыдущий разборщик считал, что он ничего не помнит, а этот считает, что он что-то наблюдал. Но, наверное, я склонюсь, наверное, к первому, потому что он реально как-то так озирается, как будто он не узнает вообще места, в которых он находится. То есть, наверное, он все-таки не наблюдал ничего. Ну, посмотрим, может быть, еще какие-то, в общем-то, ответы на этот вопрос прольются в будущих поле эпизодах. битвы и теперь, надеюсь, Правда, я не знаю как. Он будет сидеть и писать: дорогой дневник, я не наблюдал или я наблюдал, вряд ли. полноценно вернется и будет в паре с камерой уничтожать всех скибидистов. В целом, Да, после вот этого это будет эпизода жестко. перевес теперь полностью находится на стороне камер, спикер и ТВ-менов. Но И вон летят, смотрите, летят войска туда. все Как раз. может измениться в ближайших Куда улетела вот эта вот гадость. сериях. Так как не до конца известно, что случилось с тем же ТВ-меном, да и я думаю, все это время Скибиди ученый кстати, также не ТВ-мен. спал. И мог создавать самого мощного за всю историю ТВ-мен, Скибидиста, ребят. либо какие-то другие новые разработки. О чем я также говорил много Я уже про этого ТВ-мена-то и забыл. Реально, а как с ним там закончилось? Он растворился там и все, да, по-моему? раз ранее. В любом случае, сейчас у камераменов относительно все наладилось, осталось лишь разобраться с оставшимися скибидистами. Но опять же, все легко может измениться в ближайших сериях. На И скорее всего, знаете, так и будет. Как бы мне не хотелось это признавать, но скорее всего так и будет. Но это будет в ближайших сериях. А пока что ближайшая серия для вас вот тут. Кликайте, переходите. Здесь моя реакция на какие-то скибиди туалет выпуски будет. Или на какой-то один, даже не знаю. Но это видео в любом случае вам понравится, если вам понравилось здесь. Так что всем счастливо, удачи, пока и увидимся вот тут.